Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о смартфоне субфлагмане Honor Magic 6. Что это такое? Это 120 Гц экрана, разумеется, LTPO дисплей, супер-мега крутой по защите. Помимо этого, здесь 5000 люксов нам обещают яркость. Если говорить про железо, 200 тысяч баллов в Storage тесте в Antutu он выбивает, и здесь стоит у нас Snapdragon 8 Gen 3. По большому счету все по максимуму, с небольшими недостатками. Недостатки сразу могу огласить. Здесь нет 8К на основном модуле, и на фронталке нет 4К 60 FPS. Есть только 4К 30 FPS на фронталке. Если говорить про какие-то его особенности, то смартфон классный. Мы его уже гоняли на прожарке на Польза.нет стриме. Смартфон имеет, может быть, легкие закругленные края, хотя они здесь минимальные, небольшие рамки. И если говорить о в целом ощущении от устройства премиум. Но это с одной стороны. С другой стороны, здесь очень много особенностей. Одна из них, скажу сразу, этой штуки не будет в глобалке. В 6 Pro они глобалку сделали, в 5 Pro они глобалку сделали, здесь нет. Притом здесь есть все Google сервисы, здесь без проблем устанавливается практически все. Но какие здесь проблемы есть, я расскажу вам обязательно в ролике. В конце в резюмирую расскажу, что лучше, это или вот это. Это S24, смартфон, с которым я данный смарт решил сравнить по фото и видео возможностям, потому что по ценнику они плюс-минус одинаковые. Смотрим. Распаковка. Поставляется Honor Magic 6 в такой же упаковке, как и старшая модель. На подарок не особо подойдет, можете почитать уже отзывы, народу не особо понравилось. В то же время коробка выглядит хорошо, но не сказал бы, что солидно. Упаковка стандартная, в комплекте мы имеем сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, обыкновенный силиконовый чехол, краткое руководство, кабель с USB-A на Type-C, блок питания на 66 Вт и ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты. Разумеется, карту памяти запихать нельзя, хотя у некоторых Huawei можно, флагманских. Лучше бы с них примеры брали, да? Весит смартфон без чехла 199 граммов, а габариты 162 на 75 на 8,5 мм без блока камера. Вместе с ним 12,4 сантиметра. Розыгрыши моря, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Приобрести данную модель можно в белой, черной, голубой, зеленой и фиолетовой расцветке. Черная расцветка обыкновенная, голубая и белая в мраморном стиле. А зеленая и фиолетовая расцветка могут иметь тыльную крышку, которая похожа на искусственную кожу, но с другой текстурой. Рама алюминиевая, собран смартфон без каких-либо зазоров. Хорошо. Дизайн такой же, как у старшей модели, грани прямые, но крышка с тыльной части экрана имеют закругленные боковые части, притом скругление не такое большое. В руке смартфон лежит удобно, но пользоваться одной рукой лично мне не особо комфортно, рука должна быть довольно крупной. На корпусе расположили кнопку питания и качели регулировки громкости. Всегда удивляюсь у Honor'ов, почему такой большой люфт у этих кнопок, но у них вот он серьезно большой. И разъем USB Type-C OTG версии 2.0. Хотелось бы разъем версии поновее, но спасибо производителю, что он хотя бы в старшую модель установил более новую версию разъема. Хотя по моим ощущениям, кстати, скидывается все довольно быстро. Удобно в Magic 6, что установлен ИК-порт, но вот мини-джека, разумеется, нет. И нет защиты от влаги, как в старшей модели. Вполне возможно, они его также проверяли на IP68. Напоминаю, что 6 Pro я топил, обзор можете посмотреть на канале, но этот я топить не буду, потому что никаких заявленных защит здесь нет. Далее есть микрофоны и стереодинамики, звук неплохой, но и назвать его достойным я не могу. Плюс персонализировать звучание возможность нулевая, как и нулевая настройка вибрации. Я бы сказал, что они просто на это дело забыли. И ну и ладно, в OnePlus есть топовая, в других Android смартфонах есть, а вот у нас будет фишка, что у нас нет вообще никакой настройки вибрации. Летим дальше. Смартфон оснащен OLED LTPO дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2800 на 1264 пикселя. Плотность пикселей 453 ppi, частота обновления экрана от 1 до 120 Гц, поддержка HDR10+, и защита из закаленного стекла. Рамки такие же большие, как и в Pro модели, пиковая яркость по заявлению производителя 5000 нит. По факту такую яркость за время использования я никак не получил, хотя у меня солнце ярче некуда. И с другой стороны, по моим замерам, яркость на 100% 1100 люксов, притом она рандомная. Иногда она у тебя 700, иногда 1100. По какой причине я не знаю, хотя яркость выключена. Вот такая вот магия электронов. У 6 Pro такая же была история. А пиковая яркость 1900 люксов. Разумеется, никакие не 5000, но в принципе яркость он
он держит. Далее, тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат, сенсорный отклик лично мне не особо понравился. Мультитач есть, частота регулировки шима 4320 Гц, шим выше 20% не поднимается, но сразу хочу отметить, что никаких там особых функций для активации безопасного экрана здесь нет, как в старых моделях у Honor или Huawei. Глаза от экрана не сильно устают, но, конечно же, результаты замера шима совсем не идеальные. Полноценный Always On дисплей в наличии, притом есть такие же фишки, как в айфоне, но не будем о каких-то особенностях восприятия смарта, потому что ПО здесь все-таки, я бы не сказал, что точечно настраиваемое. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознавания лиц и стандартными способами разблокировки. Завести можно до 5 отпечатков пальцев, ко всему несколько одинаковых отпечатков пальцев зарегистрировать возможности нет. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо. Распознавание лица срабатывает даже под углом, но слегка хуже, чем в Pro-версии. Как и в Pro-версии, банковские приложения данный способ по отзывам покупателей смартфона может разблокировать. По моим тестам, разблокировка банковских российских приложений у меня не удалась. Можно разблокировать пальцем, но Face ID у меня ни для активации, допустим, Сбербанка онлайн, ничего другого не отрабатывало. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с техпроцессором 4 нанометра с 8 ядрами, максимальная частота которого 3,3 ГГц. Графический процессор стандартно для этого процессора Adreno 750. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 12 или 16 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0. На выбор 256 ГБ или 512 ГБ. Кто-то где-то видел еще терабайтную версию. Во всяком случае, в спеках на всяких сайтах. В продаже я не видел. Операционная система MagicOS 8 на базе Android 14 версии, имеется поддержка высокоскоростного Wi-Fi 7 серии, поддержка 5G сетей, 4G сетей ниже. Но вот поддержки eSIM, разумеется, в китайской версии нет, а Magic 6, как я знаю, в глобалке не представили, только 6 Pro. Для 4G все бенды на борту, но вполне возможно с агрегацией частот будет какая-то беда, но не факт. Датчик приближения меня не подводил, и связь смартфон ловит отлично. Установлен здесь Bluetooth чип версии 5.3, напоминаю, что последняя версия 5.4, обычно во флагманы ее запихивают, но здесь сэкономили. Аудиокодеков на борту достаточно, но мало относительно конкурентов. Для бесконтактной оплаты есть NFC-модуль, можно устанавливать MirPay и оплачивать покупки NFC-модулем, но уже несколько человек жаловалось на его работу, что в Pro-версии, что в шестерке. У меня проблем с ним не было. GPS-тест показывает точность 3 метра, что стандартно для Qualcomm. Далее, емкость аккумулятора 5450 мАч. В PC-марке я гонял его 2 раза. В первый раз он выдал у меня результат на автогерцовке 8 часов 2 минуты и, разумеется, максимальной яркости экрана. Без автогерцовки 120 Гц 7 часов 16 минут с максимальной яркостью экрана, и это очень даже хорошо. Смартфон поддерживает быструю зарядку до 66 Вт и беспроводную до 50 Вт. Напоминаю, что версия 6 Pro 80 Вт поддерживает проводную зарядку. Заряжается он от 0 до сотки за 1 час. На 75% можно зарядить за 40 минут. Если подкидывать на быструю зарядку, на 25% он заряжается за 20 минут. Притом здесь такая же магия, как и в 6 Pro. Вы когда подключаете данный смартфон на зарядку, если с 1%, вы можете удержать экран, и у вас будет активирована быстрая зарядка. Но если вы будете заряжать с 0% и не будете вынимать зарядку и вставлять для того, чтобы активировать быструю зарядку, ее никак не включить, разумеется. Так что будьте в курсе. В играх стандартно уходит около 23% заряда в час, в YouTube в среднем уходит 4%. Насчет игр я сделаю здесь ремарку, вы можете посмотреть мой стрим, там выходило, получается, где-то 26-27% в Геншине. 20 минут в Геншине на максимальных настройках при 60 FPS смартфон тянет. Лагов нет. Претензий по тачу тоже. Он не волшебный, но мне все устроило. Единственное, я даже PUBG New State не смог сюда установить, в принципе, как и на Honor Magic 6 Pro. То есть, когда вы приобретаете подобного рода устройства, будьте готовы, что какие-то вещи, к которым вы привыкли, здесь не сработают. С другой стороны, вчера на стриме человек с IQ 12 сказал, что у него какие-то игры тоже не устанавливаются, но не указал какие. Во всяком случае, когда я тестил IQ-шки, все, во что я играю, устанавливается. Здесь я могу сделать вывод, что может быть какая-то печаль. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит он со следующими результатами. 172 гипса минимально, максимально 327 гипсов и в среднем 235 гипсов на 100 потоках при 60 минутах. Сколько он выбил в Geekbench, 3D-Mark и всем остальном вы видите на экране. Особо хочу отметить, что весь 3D-Mark он прошел, разумеется, без морозилки. Стабильность процессора была неплохая. Ужасно он прошел только тротлинг-тест планировщика процессора. Но в целом по остальным каким-то моментам у меня претензий к нему нет. В Antutu он выдал 3 результата. При первом прогоне у нас 2 миллиона, а при третьем уже 1 миллион 300 тысяч баллов. Опять же, смотрите на пользу стримы прожарку.
Сторидж-тест показал отличные 200 тысяч. Стресс-тест прошел ожидаемо, ужасно. Результат вы видите на экране. Переходим к камерам. Основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.9, оптической стабилизацией, лазерной автофокусировкой и разрешением для видеосъемки 4К 60 FPS. Сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 122 градуса, апертурой 2.0 и макросъемкой. Телеобъектив на 32 мегапикселя с апертурой 2.4, 2,5-кратным оптическим зумом, 50-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией. С фронтальной части мы имеем круглый вырез под одну фронтальную камеру на 50 мегапикселей с апертурой 2.0, автофокусировкой и углом обзора в 90 градусов. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 4К 30 FPS. Фронтальный сенсор в сравнении с фронтальным сенсором S24 от Samsung проигрывает как по частоте кадров, так и по качеству видеосъемки. Если говорить о сравнении основных сенсоров этих двух смартов, то мы имеем Magic 6, который хуже справляется со светом и автофокусировкой, а также он перекручивает цвета, в отличие от S24, но Samsung слегка ближе к натуральным цветам. Баланс белого у него работает хуже, так как частично скинтон желтит в локациях, где мало освещения, что можно сказать и про приближенные тона к цвету кожи. В остальном оба смартфона показали себя плюс-минус одинаково, так как в некоторых моментах Samsung справляется с деталями и тенями изображения лучше, а в некоторых Honor. Отмечу, что при 10-кратном зумировании Magic 6 выдает более четкую и качественную картинку, нежели S24. А при сравнении телевиков у Honor можно заметить повышенную контрастность, в отличие от Samsung. С другой стороны, при сравнении основных сенсоров, в солнечный день на улице можно заметить, как Samsung съедает детали в темных участках, а Honor вытягивает их. Сказать, что кто-то выигрывает на 100% нельзя. Ночью Samsung снимает с шумами и без попыток вытянуть что-то, а вот Honor пытается уцепиться за какой-то источник света и вытягивать что может. Но, конечно же, шумами. А в случае, если говорить про съемку ночью, но в более освещенной локации, то Honor не оставляет и шанса Samsung. В любом случае, короткий пример вы сейчас увидите, как и сравнение. Ну что, сравнение начинается, и это S24 против Honor Magic 6. И что я могу сказать сразу? Во-первых, я протираю всегда модули. У меня нет выхода. Почему? Потому что потом на меня набегают и нападают. Вот сейчас запомните, что у нас S24 Ultra была история, что благополучным образом, что он делал? Правильно. Было ощущение, что камера грязная. А сейчас ощущение у меня, что у Honor камера грязная. Вот так сможете себя снимать. Ну что же, 4К 30 FPS против 4К 60 FPS. У Honor только 4К 30 FPS. Притом напоминаю, что Honor Magic 6 какого-то магического лешего 4К на одном из модулей, точнее на фронталке, по мнению DxOMark, являлись лучшими по селфи. Как может лучше камера быть, если у нее нет 4К 60 FPS? Ну окей, будем считать, что по фото. Очень странная методика. Фронталки вы видите, как работают. Вот так примерно сможете себя снимать. Может вот так делать у нас Honor. Нужно ли это вам? Но это решать вам. Ну что, на месте 4К 60 FPS. Хорошо, что в меня не впаялись. И вот так вы сможете снимать не спеша окружающую действительность. Что, не ищем легких путей, 4К 60 FPS, съемка с двух рук, на улице. И вот так примерно вы сможете снимать в закатах солнца рынок. И ультраширик, 4К 60 FPS, съемка против солнца. Переход на основу на Honor. Здесь на основу не перейти, он просто делает X2. Еще немного основы, съемка против солнца. Смотреть туда невозможно, но камера как-то снимают при помощи ИИ, я думаю, дорисовывают. Ветер не сильный. Ну, по большому счету, если плавно вести, то я думаю, вы видите разницу. Облака не видны, то есть это такое месиво. Если вы видите где-то границы, по-моему, Samsung сейчас дорисовывает. Взглядом они практически не ощущаются. Чуть-чуть, может быть. И телевик 2.8 и 3. Сравнение. Вот так сможете снимать. Конечно, с цветами у Honor вообще какая-то лютейшая беда. Еще основного модуля 4К 60 FPS, неподвижно. 2 смарта. В лоб, как говорится, в лоб.
И вот так сможете снимать, получается, против солнца. Да, кто работает лучше с солнцем, вы сами видите. Зато у Самса есть зум X10, а здесь можно активировать X10, а здесь можно максимум X10 тоже. Вот. Два X10 сразу сравним. Какой вам X10 больше нравится? Это какой? Ну как же без интересных видосов для самого себя? Вот так вот будет выглядеть рыбный рынок на эти два смарта. Кому надо замедление, смотрите, что можно и по голове здесь получить. Абсолютно разумно за подсъемы. Вот так. О, вот это вот еды всякой много. Прям здесь можно пожарить. Вот откровенно здесь цветом, если смотреть фудблогинг, окей, разумеется, выигрывает Honor 6. Потому что с Samsung вообще какая-то желтизна одна сплошная. 4К 30 FPS специально Samsung, хотя может снимать 4К 60 FPS. И вот так вы сможете себя снимать в лифте при различных условиях освещения. Специально покажу для вас. Такое себе, конечно. Rolling Shutter. Но здесь никто хорошо не снимает. Хотя есть те, которые снимают неплохо. Так, ну вот ночные сравнения. И я скажу прямо, если S24 довольно популярный смартфон, Honor Magic 6, то, что популярным, будет почти равно нулю. Хотя, с другой стороны, по стоимости Honor Magic 6, ну сколько, за 60 тысяч рублей брал. А S24 Ultra, S24 можно купить, наверное, тоже за 1065 уже, плюс-минус 70. Так что по стоимости плюс-минус одинаково. В 4К 60 FPS, как снимает, вы видите. С ночью я считаю, что S24 пока снимает прям отвратнейшим образом. Вот так ультраширик снимает и так телевик снимает у Honor. Но опять же, вот сейчас сравним телевики Honor и Samsung. Все как всегда протерто. Как всегда довольно бесполезная съемка, что на один, что на второй смартфон. У Samsung какая-то чернота, у Honor все пытаются просто, не знаю, ну вот сейчас вот смотрите, как шикарно, да? У Honor и как ужасно у Samsung. Вот и все. Да. Конечно, Samsung дал жару. Ультраширик. Здесь плюс-минус неважно. Хотя мне здесь больше ультраширик нравится у Samsung, наверное. Honor ночная съемка у Samsung. Я хочу сказать, что у Samsung нет залипалого камеры, а у Honor залипалого по переключению режимов. Я не знаю, в чем причина, но руки бы я подшибал, потому что программистам, потому что перегрева нет, ничего нет. Вот так снова ночью сможете себя снимать в разных условиях. Не волшебно, условия тоже не волшебные. Но такая разница. Ну что же, слева у нас Samsung, справа у нас Honor. И Samsung выбрал у нас ISO 800, апертуру 1.8, а Honor на основной модуль у нас выбрал апертуру 1.9. И, в принципе, он мало что мог бы что-то другое выбрать. Если рассматривать с точки зрения фотографии, Honor справился лучше однозначно во всем. И позиция, вы видели, была одинаковая. Sams проиграл вчистую. Что по цветам он желтит конкретно, что по всему остальному. Это вот так ради интереса вам во время видео можно же делать фотографии. Вот я сделал две фотографии во время видео с Honor и Samsung. И, ну, это небо и земля. При том, что, как вы догадываетесь, справа у нас Honor, а слева у нас Samsung. Комментировать здесь вообще нечего. С другой стороны, про фронталку я могу сказать, что вы можете говорить, что вам понравился больше Honor, но по мне, вот сколько я не делал фотографий на него, на фронталку, все было
как минимум плохо. И сравнивать это фото примерно так же, как предыдущие два, говорить, что, допустим, Samsung выиграл. Нет, Honor по фронталке, которая у него по версии DxOMark U6 Pro, лучше, алгоритмы, разумеется, одни и те же. Здесь он сливает по полной программе. Вот так. Если же взять не романтичный дневной ультраширик, я специально это сделал, слева у нас Honor, справа у нас Samsung, то вы можете заметить такую вещь, что если вы приближаете, Honor справляется намного лучше и на ультраширик на фотографии. То есть он лучше работает с освещением. Понятно, что света было много этот день. Он лучше отрабатывает по углам, и он лучше отрабатывает с зеленью и вытягиванию темных объектов из всего. То есть по мне, по фото, да, здесь смазано все, но у Samsung здесь один сплошной шум. То есть если анализировать фотографии, я повторяюсь, что 10 тысяч раз подумайте перед тем, как что-то покупать для фото, если вы не скачиваете сами фотографии, не сравниваете их на своих мониторах и не понимаете, что вам надо, потому что для меня одни приоритеты, для вас могут быть совсем другие. Невозможно, чтобы во всем был смартфон лучше. Это факт. То есть кому-то вот эта картинка с Samsung понравится больше. И я даже понимаю почему. Ну что, две фотографии в улитке. Здесь разница по мне тоже очевидна. Хотя здесь опять же был фокус, видите, на воде у одного аппарата, а у второго был больше фокус настроен на живности. Внизу Honor настроил на живность, Samsung настроил на пузырьки. По мне, приятнее фотка здесь. Можно ее долго рассматривать и где-то видеть детали, что лучше справился один смартфон, где-то что другой. По факту здесь все очень близко, и это один из тех сценариев, когда непонятно, кто победил. Ну и закончить бы я хотел фотографиями на Honor. Здесь никакого дополнительного освещения, предметная съемка, и я понимаю, что это не очень разумно было так фотографировать. Свет был слева, дерево, текстура, и вот так вы сможете снимать кофе. Вот так примерно он может не ловить автофокус, и это нормально. Вот так, если вы будете заваливать горизонт, будет. А так, если вы просто не поймаете тоже фокус, точнее он сам не поймает, и непонятно, на чем он при этом фокусировался, да. К чему я эти фотографии вам показываю? К тому, что все зависит от ваших прямых рук. Будем откровенны, любой смартфон дороже $3,500 покажет вам просто чудеса. Если это не какой-нибудь там ZTE, третий эшелон. Опять же, ZTE хорошо фотографируют в данной ценовой категории. Это я зря на них нагоняю негатива. Проще говоря, плюс-минус $350. И, разумеется, это какие-то все-таки А, Б эшелона, но не третьего эшелона, не Infinix и не Tecno. И вы получите отличные фотки. Отличные. Безапелляционно. Плохих фоток, в принципе, практически не будет. Особенно, если вы умеете снимать. 4К 60 FPS. Доброе утро. Ультраширик. Основа, телевик. Вообще очень круто, что здесь можно переключаться в 4К. X10. 4К 60 FPS. Метро Бангкока. Ультраширик. Основа, телевик. 2.8. Вот так можете снимать. 0.8, X1. 4К 60 FPS, в общем, через вот эту вот штуку особо не поснимаешь. 4К 60 FPS, все еще такой же пейзаж. Надо 4К 60 FPS, разумеется. Ультраширик, основа, X2, X2.8. Не хватает у фронталки, конечно, 4К 60 FPS, может появится. 1080p, 60 FPS, далеко надо держать руку в этом соотношении сторон. Вот он, Бангкок, МТК, и здесь раньше было просто бешеное количество людей с телефонами. Это, конечно, один кусок данного здания, но все равно. Ультраширик, S24 на снапе я здесь не нашел ни за какие деньги, и Sony здесь стоит ровно на 50% дороже, чем в России. Та-дам! 4К 60 FPS, основной модуль и фотблогинг X2, 2.8, ультраширик, еще немного фотблогинга, достаточно сочно, а так 4К 60 FPS, основа, ультраширик, X1, X2, телевик, основа.
Очень красивое место для фото. Фронталка. Про режим для видео. 1080p 60 fps. Может быть даже чем-то и лучше, чем обычный. Это к вопросу, кому нужны все эти бренды. В Hermes здесь очередь. В Tiffany нет. Даже в Louis Vuitton нет. А в Hermes очередь. Самая дорогая тема здесь. Вот так. Calvin Klein, Coach, Boss, Телевик. Бесплатно везут в магаз. Очуметь. 4К 60 FPS. Я не уверен, что кому-то нужна Zara Home, но освещение вы примерно представляете, какое в ТЦ. И вот так в Zara Home азиатской вы сможете снимать все, что вам надо. Это ультраширик. И еще ультраширика основе. Минуса: нет 8К для основного сенсора, нет 4К 60 FPS для фронталки, нет мини-джека и нет защиты от влаги вообще, нет возможности расширить память, вставив microSD, как есть в их хуавеевских собратьях. У многих проблемы с NFC, не все программы можно установить и конский ценник. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, вот там много всего веселого сейчас. То есть, допустим, Xiaomi 14 в глобалке за 68 можно приобрести, если говорить про флагманы. Про эконом-класс на начало вчерашнего утра во время распродажи можно было купить Poco X6 Pro за 22 с копейками и еще много всего веселого. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. В личном телеграм-канале, повторяюсь, есть просто несколько сотен фотографий с этого смартфона и Honor Magic 6 Pro тоже. Если вы верите в какую-то магию Honor, что они лучше остальных, потому что название у них красивое. Ознакомьтесь обязательно перед покупкой. И резюмировать я бы хотел довольно просто. Вот смотрите, вот этот смарт, здесь нет Android Auto. Это не глобальная версия, это раз. Два, напоминаю, что здесь нет eSIM, физически ее нет. Вот там китайский смарт перепрошили, там появилась eSIM, там появился пункт eSIM. Это не значит, что появилась eSIM физическая, и она у вас будет работать. В целом, я и не знаю, чтобы здесь была глобалка. Русский язык есть, Google сервисы есть, но, опять же, проблемы, вот китайские проблемы сразу, это то, что не все устанавливается. Для меня была боль, что не устанавливается PUBG New State. Если говорить по поводу Face ID и то, что у меня Сбербанк почему-то работал только с пальцем, я не знаю. Ну вот не работает у меня Face ID. Важно ли это? Я думаю, не столь важно. Почему? Потому что в эти деньги, ну опять же, вы резюмирую, для чего досмотрели, для того, чтобы услышать мое мнение. Вот мое мнение: за 60 с лишним тысяч рублей есть просто море девайсов. Сколько он? 66? Xiaomi 14 глобальный стоит 66-68 сейчас на распродаже. Если говорить про агрегацию частот, то же самое, не так все волшебно. Здесь еще у народа, у некоторых проблемы с NFC-модулем, с оплатой. И когда ты на это смотришь, ты думаешь, здесь нет защиты от влаги. Нет официально заявленной защиты от влаги. А что здесь есть по большому счету? Камеры. Ну, сказать, что они прям супер-мега волшебные, я не скажу. За 66 тысяч я лучше Oppo Find X6 Pro куплю или X7 Ultra, чуть-чуть докинув. Не ликвид это в каком-то смысле. В России Honor это даже не iQOO. Мое мнение. Понятно, что вы видите рекламу. Мне тоже предлагали Honor X9B, по-моему, или еще какие-то смартфоны. Но они реально продают за оверпрайс. И сейчас я вам говорю про 60 тысяч. А сколько 6 Pro? 120, по-моему. Хотя разница там минимальна. Защита от влаги, чуть-чуть по сенсорам, чуть-чуть Type-C-шник. Ну и все. А ценник просто космос. В целом, у меня нет никакого негатива к Honor. Если вы его фанат, если вы любите поддерживать китайского производителя в лице Honor, опять же, чтобы вы китайское не покупали, вы поддерживаете китайского производителя, то милости прошу. Но единственное, мой совет: 10 тысяч раз подумайте, чем он лучше, чем такие же смартфоны в эти же деньги. Почему? Потому что существует, не знаю, для игр ROG Phone 8. Для фото-видеосъемки, ладно, вам не нравятся китайские, купите вы себе Pixel, пусть даже с экраном там Tensor, ну и ладно. Если говорить про ликвидность, купите iQOO, вы продадите его плюс-минус те же деньги.
Что такое Honor? Это штука, которую ищет очень мало людей, и по какой причине, если честно, мне не ясно. Можете написать мне, в чем здесь фишка, потому что вибра здесь убогая, настройки практически нет, убогая относительно стоимости. У флагманов покруче все бывает. По поводу интерфейса все то же самое, по поводу яркости то же самое, и мне все нравится. Только мне не нравится, что из него делают какой-то эталон. Потому что это совсем не эталон, и да, он снимает неплохо, но это, наверное, единственное его достоинство. Надеюсь, что идея моя ясна, надеюсь, что если вы смотрите на DxOMark, вы смотрите на него с улыбкой, потому что у 6 Pro у него было первое место по селфи-камере, притом я не понимаю методику, когда у тебя на селфи-камере нет 4К 60 FPS, а есть только 4К 30 FPS, у DxOMark это первое место. Это, считайте, те же тапки, только в профиль. Девайсу от меня отдельно от всего, что я сказал, однозначно да, если вы фанат, если вы любите переходить с Honor на Honor, если вам не нужен PUBG New State, вы любите все эти головники с установкой программ. Мне нравится его фотография объемом, мне нравится, как он снимает видео, целесообразности покупать, если вы смотрите на весь рынок смартфонов, я не вижу. Подписывайтесь на канал с колоколом, добра и удачи вам, дорогие друзья!